Сегодня я продолжаю читать книгу пророка Исаии. Будет глава 10, стиха 5. Отрывочком до этого Исаия говорит о том, что Бог собирается, и это уже на их глазах происходит, Он наказывает часть Иудейского царства, ту часть, которая находилась на севере, израильское государство, за их упорные грехи, и их разорит более мощная империя, которую Бог позволит. Эта империя была ассирийская. К тому моменту Ассирия завоевывала все новые и новые государства. Это был как бы пик их величия, их мощи. Практически весь цивилизованный мир, который был тогда на Востоке, где люди жили преимущественно, практически весь мир практически завоевала Ассирийская империя, за небольшим количеством государств, которые еще были независимы от них. И туда попало и царство Северноизраильское, и царство Иуды еще оказалось независимым, но также потерпало от угроз ассириян, которые уже претендовали на то, чтобы их завоевать или себе подчинить и сделать их людьми, которые будут им платить дань. Но вот что Бог дальше говорит о судьбе этой империи или этих людей, которые Бог допустил, чтобы не завоевывали Израиль. Исайя, глава 10, стиха 5. «О Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его, мое негодование». Вот эти ассирийские армии, это для Бога, в глазах Бога, это просто-навсего один из бичей, который Бог к тому моменту взял, чтобы его использовать, чтобы его Божье негодование через это проявилось на народы, а особенно на свой народ, на Израиль. Стих 6. «Я пошлю его против народа нечестивого». Вот это видно по контексту, что идет речь о Божьем народе, о израильском народе. Вот «я пошлю его против народа нечестивого». Но и беда Божьего народа, если он называется Богом нечестивый и против народа гнева моего. «Дам ему повеление ограбить грабежом, и добыть добычу, и попирать его, как грязь на улице». Вот чье это было повеление? Это Бог допустил, и это организовал и сделал. Хотя людям это казалось совсем, может быть, не так. Это не так казалось евреям, это не так казалось самим ассирянам. Империи возникают, и политика, которая вокруг нас, мы можем смотреть новости и думать, что происходит. Но то, что происходит, допущено Богом с определенной целью. Так было и тогда. Тогда было, чтобы наказать свой народ, который оказался нечестивым народом, который оказался не объектом Божьей милости и благоволения, а объектом Божьего гнева. Но сейчас идет речь о самих ассириянах в этом отрывочке, который пророчествует Исаия, стих 7. Но они не так подумают. Вот Божья миссия и цель просто использовать этих ассириян, чтобы хорошо получили его народ. Чтобы сказано, чтобы он их топтал, как грязь на улицах. Но ассирияне не так подумают. И не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов, включая и ту часть государства еврейского, Иудеи, которая была еще не завоевана. А цель ассириян была другая. Они думали, что это все зависит от них, и их цель была все народы покорить и истребить, включая Иудею. А когда Бог просто хотел с помощью их, хорошо, свой народ поколотить. Северное царство разорить, а южное поколотить, чтобы, возможно, через эти бедствия до народа дошло, и были люди, которые будут каяться. Стих 8. «Ибо он скажет», эти ассиряне скажут, «не все ли цари, князья мои?» То
Скажешь, ну я же вообще такой, ну, сам центр земли, все от меня зависит. Интересно, что сохранилось, и это есть даже в этих каких-то барельефах, эти надписи царей сирийских, что они себя так именовали. Один из их титулов был «Царь царей». Из-за того, что они завоевывали эти государства, и там оставляли этих царей, но цари были их уже как вассалами, их слугами, платили им дань. И они величали себя царей сирийскими «Царь царей». Или царь над другими царствами и царями. Говорит, ну что ж для меня, говорит, царя царей, еще есть царства, которые мне не подвластны. Говорит, и имея такое самомнение, они будут хотеть подчинить и то небольшое царство иудейское, это на сегодняшний размер это меньше, чем Винницкая область, это меньше. Ну, еще эти там, что для меня? Это может быть как 3-4 района нашей области было тогда иудейское царство. А когда они будут себя мотивировать, то вот какое будет их ободрение в том, что они так легко завоюют это иудейское царство. Стих 10. «Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделаю ли я того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал Самарию и идолами ее?» В тот момент тоже Самария была завоевана, и это Северное царство еврейское. И он говорит, если я столько завоевал царств мощных, у которых было столько много этих разных богов и кумиров, то что для меня это иудеи с Иерусалимом, которые там имеют всего одного какого-то башка? Так это же дунуть, и они там все посыпятся. Но он глубоко ошибался, потому что в том, что то были кумиры, идолы, а здесь был вопрос реального Бога, и что этот реальный Бог допускает или не допускает. А Бог иудейского царства, живой Бог, настоящий Бог, Бог всех царств, определил ассириян только как бич для такого временного наказания, а не полного истребления этого царства. И вот что Бог теперь говорит, это то, что говорил этот стих 12. «И будет, когда Господь совершит все свое дело». Заметьте, «И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме». А его дело, это было, здесь говорится о тех нападениях, которые будет совершать этот сирийский царь. Это было при царе Изекии, когда он тоже боялся, и в действительности царь сирийский завоевал фактически всю страну, кроме столицы. А столицу таки не взял, потому что в Божьих планах было их как царство сохранить. И вот это было Божье дело. Вот мы кажем, какое Божье дело мы говорим? Мы говорим, Божье дело, евангелизация, там еще что-то. Это безусловно. Но Бог говорит, мое дело, это было, когда эти язычники уничтожали евреев, которые от меня отступили. Это было мое дело. И когда мое дело было сделано, или когда то, что я запланировал, было сделано, Бог говорит, теперь я разберусь с тем, кто это делал. И, значит, посмотрю на успех надменного сердца царя ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его. И, собственно, дальше цитируется, что говорили эти цари ассирийские. 13. Он говорит, силою руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен и представляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и не свергаю с престолов, как исполин. И рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца. Так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, у нас, говорят, и пальцем не шевельнули, когда он завоевывал, и не открыл рта, и не писнул. Мне эта речь царя ассирийского напоминает речи некоторых президентов, как они думают, больших стран. Что вот здесь все я, тут все это.
Остальное это тут только поскольку я разрешаю. Да? Да. Правда в том, что Бог позволял ему это делать, но он не понимал, что это Бог позволял. И думал, что это все в его политике, уме и всем остальном. А теперь еще раз, Бог комментирует эти слова, стих 15. «Величается ли секера, топор, да, перед тем, кто рубит ею?» Можем ли себе представить, чтобы топор заговорил? Вот, кто-то взял топор, братья, и рубает, колет дровишки. И у нас так хорошо получается, так бах-бах колется, чтобы топор заговорил. Ну, какой я молодец! Ну, смотри, как у меня все получается. Что это? Бог говорит, то же самое, да? Или пила гордится, или перед тем, кто двигает ею. Это всего лишь инструмент. Всего лишь инструмент. И если хорошо получается, то не потому, что заслуга инструмента, а заслуга того, кто этот инструмент взял, кто его двигает, кто его натащил. Да? Заслуга мастера или того, в чьих он руках. И Бог говорит, напоминает, что вы просто были моим инструментом в моих руках. И оказалось большой глупостью инструменту думать о себе больше, чем он есть на самом деле. Знаете, мне это напоминает иногда что-то похожее происходит среди других инструментов, которые есть у Бога. Это инструмент был для наказания, есть у Бога инструменты для дела Божьего, для той же евангелизации, для служения, которые Бог использует, давая своим детям разные способности и таланты. Вот то, что было с ассирянами, это просто дал им Бог такую возможность. Это было в Божьих планах. Или Бог нас создал, дал кому-то сокота ума, кому-то такой голос, кому-то такие способности, кому-то такие руки, кому-то еще что-то. Бог нас сделал таким. И когда мы то, что мы делаем, или то, где нас Бог использует, когда мы в этом видим себя больше, чем Бога, вот как ты видел, как это все я делал. Это все моими руками, или все я организовал, это мой бизнес. Да? Или это мое служение, это моя церковь. Знаете, иногда мне это напоминает, когда есть такая фраза «звездная болезнь», да, вот, когда вот что-то такое попадает, когда сестра или брат хорошо пел, там, был где-то солистом, но тут стал звезда, и он весь как звезда. И мне кажется, что это все вокруг него крутится, это просто… Как это так? Бывает что-то похожее в сердце проповедника и в его жизни. Но если такое происходит, то Бог делает так, что эти звезды падают. Или Бог допускает, чтобы они падали. Чтобы не было звезд, которые бы затмевали солнце, или думали, что не затмевают солнце. Далее, чтобы не было чего-то, чтобы приписывал себе славу, а не прославлялся Господь. Стих 16. Вот за такую вот неправильную оценку себя ассирийскими царями Бог говорит, зато Господь Саваоф пошлет чахлость на тучных его. Чахлость – это вот антоним тучности, это тощность, худобу. Да? Вот вы так разжирели, вы так себя разомнили, вы такие важные, вы такие сильные, вы такие богатые, у вас такая армия. То Бог здесь сделает так, что вы станете абсолютно противоположностью. Кстати, когда описывается в книгах Царств, описывается угроза ассириян, как они нападали на Иудею, там есть история, когда внезапно там погибли больше 100 тысяч людей. Это просто Бог сделал. Историки говорят о том, что это, по-видимому, были какие-то эпидемии, которые поразили и скосили большую часть ассирийской армии. И в конце концов ассирияне пали как под натисками других народов. И потом же на сцену мировую вошла Вавилонская империя. Бог пошел в чахлость. Стих 17. «Свет Израиля будет огнем,
и святые его пламенем. Свет Израиля и святые это у Господи, у Боге. В том, что вот Бог является этим светом или этим огнем своего народа, который уничтожит его врагов или уничтожит нечестивых врагов. Как огонь пожирает вот какие-то там колючки, бурьяны, которые пытались захватить его территорию. Может быть, давайте стих 20. Дальше Бог обращается к своему народу, говоря о том, что вот что будет. Сейчас я попускаю, чтобы этот народ вас грабил и угрожал вам, но это до поры до времени, это просто мой инструмент. А потом я с этим инструментом также разберусь и поставлю его на место. Но я все это делаю не ради него, а ради вас. То есть это моя работа над вами, над моим народом. Стих 20. «И будет в тот день остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святого Израилева, чистосердечно». Бог это делает для того, чтобы вот его народ, среди этого народа оказался праведный остаток. Да, многие будут уничтожены, многие погибнут. Многие в этих войнах и поражениях будут также поражены. Но Бог говорит, я это все делаю, чтобы даже из-за того, что хотя бы вас будет меньше, вы будете поражаемы, но чтобы среди вас оказалось вот какое-то количество верующих, настоящих верующих, остаток. И этот остаток будет в меня веровать и на меня полагаться, не на этих царства, которые вокруг вас, которых вы боитесь, чтобы у вас было другое упование на меня, на живого Бога, чистосердечно. 21 стих. Остаток обратится, остаток Иакова к Богу сильному. Я сделаю так, что вот вы мой народ, хотя, еще раз говорю, хотя вас будет уже немного, но вы будете настоящим моим народом. Вы будете во мне видеть Бога сильным. Для вас будет сильнее не политика, не этот мир, а Бог сильный. И эта фраза «Бог сильный» – это та же самая фраза, то же самое в оригинале словосочетание, которое использует пророк Исаия в предыдущей главе, когда идет перечень имен, которыми будет называться Христос, это рожденный младенец. Помните, чудный советник. И вот одно из них – это «Бог крепкий». Это же фраза. И я думаю, что мы можем назвать себя сегодня тем остатком Божьего народа, который Бог привел к Богу крепкому, к Иисусу Христу, к Богу сильному. Нас не так много, но Бог желает, чтобы мы были Ему верны. И те бедствия, которые есть и в нашем народе, те бедствия не случайны. Это для того, чтобы у Бога был свой остаток здесь. Хотя из-за этого было для царства израильского беда, территории становилось меньше, население становилось меньше, но на всем этих бедах оказался или появился все-таки верующий остаток. 22 стих. «Ибо хотя народа у тебя, Израиля, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится». Вот красивая фраза и важная истина. Конец этого стиха. «Истребление определено изобилующую правдой». Вот Бог говорит, вас было так много, как песок морской, но будет мало. Но это мой план. И это сделано, и это совершается вот этой фразе здесь. Изобилующую правдой. Вас было много, но толку не было никакого. Вас поразила нечесть. И мой принцип, Бог говорит, это правда, это праведность. Эта фраза изобилующая, слово, можно привести как наводнение. То есть Бог говорит, то есть моя праведность вас накрыла, и многим это казалось смерть, да, погубила, но чтобы остались те, кто будут праведны. Истребление определено изобилующей правдой. Бог, его цель, чтобы в жизни его народа была правда, была праведность. И все, что неправедность, то подлежит этому затоплению, да, чтобы в нашей жизни, в каждом из нас оно погибло.
и оказалась или осталась только праведность. Господь желает, чтобы и в том, что случается в жизни каждого из нас, мы могли видеть Его руку. Вот Бог объясняет своему народу, что то, что происходит вокруг вас, это моя рука. Вы должны это понять. Еще раз, они думали о том, как спасаться, что делать, каких союзников искать, какие выходы, строить стены или бежать в Египет. Бог говорит, это моя рука делает. И вы должны увидеть в этом мою руку. И увидеть, что я хочу от вашей жизни. Я хочу, чтобы появилась праведность. И в жизни нашей тоже нету того, что бы случалось без воли Божьей. Если эта воля Божья происходит и допускается для того, чтобы еще раз, все, что неугодное Богу, это изобилующая правда, Божья правда, уничтожила, осталась только праведность. Чтобы мы дали Богу в своем сердце искоренить все, что не угодно, вырвать все, что не угодно. Наши любимые грешки, чтобы осталась только Божья праведность, которую бы Он у нас сохранял. Пусть нас Бог в этом благословит, и мы дадим Ему право над нами так работать. Аминь.